Друзья, всем привет! Наконец настало время для этого видеоролика. А именно сегодня мы будем оптимизировать HyperOS 3. Постараюсь в одном видео вам показать, как все это дело можно провернуть с помощью только лишь смартфона, не растягивать это на кучу однообразных видеороликов и, как говорится, одним видосом ответить вам на все вопросы. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. И как вы понимаете, после обновления до HyperOS 3 у многих возникают вопросы, а как же ее правильно настроить, как же там что-то правильно попереключать, и как вообще заставить это устройство работать лучше, чем это, условно говоря, есть из коробки и сразу же после настройки. У меня сегодня подопытный это Xiaomi 17, мой основной смартфон, то есть там не iPhone, не еще что-то, да, это Xiaomi 17 моя основа. И под управлением прошивки 307300 Global. Не китайка, не еще что-то, а реальная глобальная прошивка. И мы сегодня будем с вами пытаться ее поднастроить для лучшей работоспособности. И теперь мы с вами пойдем по порядку. Первое, с чего я всегда начинаю оптимизацию своего смартфона, это обновление компонентов. Долго растягивать не буду, скажу вам лишь только одно, что если вверху нажать на 3 точки, здесь вверху нажать на обновление компонентов, мы с вами попадаем в соответствующий раздел, в котором мы можем с вами отключить автоматическое обновление по Wi-Fi. Оно, скажем так, в фоне не особо грузит вашу батарею и автономку, и дабы себя обезопасить от того, чтобы нервные клетки остались на месте, мы с вами все это дело отключаем, потому что компания Xiaomi иногда может такие вот нам подставы кидать, которые потом могут приводить к бутлупам, к кирпичам, ну к кирпичам ладно не приводят, но к бутлупу так точно может привести. Следующий раздел, который также всегда я настраиваю, это сим-карты и мобильные сети. Если в вашем регионе, в вашей стране нет, допустим, сетей 5G, то в разделе «Предпочтительный тип настройки» я выставляю 4G LTE. Потому что когда устройство начинает молотить на предпочтительно 5G, это не совсем хорошо для вашей батареи и будет наблюдаться саморазряд устройства. Потому также очень внимательно по этому разделу. Следующее это взаимосвязанность. Тема, которая позволяет вам между собой объединять экосистему компании Xiaomi, имеется в виду планшеты, часы, телевизоры, ноутбуки, автомобиль, телефон и так далее. Если вам это не нужно, вы это смело отключаете, потому что в фоне также эта тема может сидеть. Да и вообще, в принципе, как вы можете понять, что у вас та или иная опция сидит, у нас есть такая фишка, как активные приложения, находится она в шторке. И тут вы можете отслеживать, что у вас из такого сидит именно в активности, и ее вы также можете останавливать. И как показал опыт, эта взаимосвязанность также может разряжать ваше устройство, так что очень внимательно по этому моменту будьте. Следующий раздел, который также рекомендую вам немножечко оптимизировать и почистить, это раздел «Другие способы подключения» и подраздел «Печать». Тут всегда по умолчанию все включено, хотя мне непонятно для чего, но это уже, как говорится, совсем другая история. Вы заходите, отключаете системную службу печати и, соответственно, отключаете службу печати Xiaomi Home, ибо также оно в фоне висит и поджирает вашу батарейку. По всему остальному тут, допустим, быстрая отправка и Android Auto. Если вы в Android Auto не заходите, то вам этой 300 лет не надо. Если быстрая отправка вас также интересует, то если у вас тут стоит, что кто может делиться с вами файлами и видно устройство поблизости, у вас эта опция должна быть отключена, потому что также в фоне все то, что у нас после настройки активировано и пользователем не деактивировано, оно, соответственно, в фоне будет висеть и поджирать вашу автономку. С основными моментами мы с вами разобрались, то есть это у нас мобильные сети, взаимосвязанность, другие способы подключения и обновления компонентов. Идем теперь с вами ко второй части нашего видеоролика, это раздел «Отпечатки, данные лица и защита устройства». Что вас заинтересует в этом разделе? Да, кстати, он у меня немного видоизменился после последнего обновления, но, скажем так, особо в плане функциональности он никоим образом не поменялся. Получается, мы с вами заходим в раздел «Конфиденциальность», и тут нас с вами будут интересовать следующие моменты. В частности, участвовать в программе улучшения качества мы с вами отключаем, там, если хотите почитать, что оно
такое, тут нажимаете на подробнее, и вам вся необходимая информация там вылезает. Далее, использование диагностика также вы деактивируете, чтобы ваше устройство там где-нибудь в фоне или же в принципе, когда у вас слабая активность, ничего не отправляло. По рекламным службам также вы это отключаете, и дополнительные настройки безопасности также есть некоторые моменты. И особо вас должно заинтересовать агенты доверия. Если вы пользуетесь там Mi Band или же какой-нибудь другой носимой техникой, есть тут такая фича, как отложенная блокировка. Она тоже может влиять на автономность вашего устройства. Если вы хотите и тут также немного сэкономить времени на своей батарейке и немного настроить свою систему, то также рекомендую вам это дело отключить. А вот что касается защиты от кражи, это я вам не рекомендую отключать. Еще также я знаю, вы сейчас мне можете сказать, а вот есть у нас еще такой раздел под названием «Доступ к личным данным». Но к этой теме мы еще с вами вернемся, потому что это будет в конце у нас, когда я буду рассказывать, как отключать рекламу. Ну, забегая наперед, это у нас будет касаться MSA и System Daemon. Мы с вами возвращаемся назад. Следующее, что также необходимо вам настроить и оптимизировать, это раздел приложения. Здесь вверху также есть 3 точки, нажимаете прочие настройки, и также тут есть куча всего интересного. Я тут уже немного поднастроился, но вам еще раз сейчас это все дело проговорю. Значит, самый первый момент, который вы должны убрать, это получать рекомендации. Хоть он также относится к рекламе, я об этом не также еще упомяну, но на сейчас вы должны это убрать. Оставить уведомление о наличии обновлений можно, оно в принципе никакой такой особой нагрузки на ваше устройство нести не будет. И смарт-помощник по приложениям, ну, к примеру, вы также можете его отключить, потому что, когда у вас возникает ошибка в каком-либо приложении, оно будет записываться и тоже тратить ресурсы вашего смартфона. Если вы и тут также хотите сэкономить немного заряда своего смартфона, вы эту всю тему, конечно же, отключаете. Ну и, конечно же, не забывайте подключать все ненужные приложухи, которые находятся в автозапуске. Это как те приложения, которые были предустановлены, либо те, которые вы установили и они автоматом туда попали, а также вверху нажмите на 3 точки и выберите «Показать системные приложения». Там обычно сидит камера, но если что-то еще дополнительно там оказалось, также смело можете отключить. Двигаем с вами далее. Раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль». Опять же, тема, которая гугловская, которая не всем нравится и которые, хотят от нее избавиться и, в принципе, ее как-то отключить. Здесь вверху мы с вами нажимаем следующие 3 точки и раздел «Управление данными». И тут вы, допустим, если не хотите, чтобы у вас все это дело записывалось, нажимаете на то, чтобы закрыть доступ к этому приложению, и далее нам с вами необходимо найти «Цифровое благополучие», разрешить доступ к статистике использования. Мы с вами отрубили, и, соответственно, цифровое благополучие у нас с вами теперь не работает. Если вам и этого мало, мы с вами двигаемся дальше. И раздел под названием Google. Тут, кстати, есть что подключить, потому что в фоне этот раздел поджирает порядком так, и с ним нужно поработать. Значит, вы зашли в сервисы Google и нажимаете здесь все сервисы. Далее, как я уже говорил, быструю отправку вы убираете, вот кто может делиться с вами, то есть никто. Следующий момент, который также необходимо проверить, это параметры трансляции, то есть уведомления с элементами управления мультимедиа. Если вы не взаимодействуете в плане трансляции на свой телевизор или в принципе вам эта опция не нужна, вы смело ее отключаете. Далее, раздел устройства, искать устройство рядом. Тема, которая также является весьма такой неприятной в оболочке от компании Xiaomi, ну и в принципе это гугловская история, то вы ее также отрубаете и смело о ней забывайте. Опускаемся ниже. Использование и диагностика. По умолчанию эта тема также у многих активирована, и все ее, скажем так, проходят мимо и даже не обращают, что оно такое существует. Также вы это отрубаете и идете дальше. Следующий раздел, который также необходимо проверить, это персонализация с учетом общих данных. Тема, которая у нас имеет доступ к приложениям Gmail, а также к контактам на устройстве. Опять же, эта персонализация может быть связана с рекламой или же с другими какими-то сервисами. Если не хотите, чтобы вся эта инфа из вашего смартфона утекала, смело это дело отключайте. Теперь, что касается геопозиции и прочего, к этому мы также сейчас еще с вами дойдем. То есть есть такой раздел под названием «Точная геолокация». Тут, опять же, если вы этим не пользуетесь, если вам это в принципе не нужно,
смело отключайте. То есть более точное определение местоположения, это у вас должно быть отключенным. И по всему оставшемуся, что тут есть, я тут также пытался поиграться, посмотреть, что тут есть интересного. Ну, честно говоря, больше нечего, что вам бы такого порекомендовать. Потому что все остальное более-менее выглядит адекватно, и не сказал бы, что как-то бы оно в фоне что-то поджирало и как-то негативно влияло бы на ваше устройство. Далее, куда также я вам рекомендую зайти, это расширенные настройки, а также язык и ввод. Здесь нас с вами будет, конечно же, интересовать клавиатура от Google, то есть Gboard. Вы на нее нажимаете, и здесь вас какой раздел будет интересовать, это, конечно же, конфиденциальность. И опять же, по умолчанию тут активировано много чего такого, что, ну, а зачем это в принципе должно быть в рабочем состоянии? Отправлять статистику мы с вами убираем, персонализацию для вас убираем, и улучшения для всех мы также с вами удаляем. Если у вас еще дополнительно там отправка аудиосообщений стоит или еще что-то, также смело это дело отключайте. В общем-то, это что хотелось бы отметить еще и по Gboard. И последний раздел, который также важно не забывать и важно отметить, это геолокация. Если вы ею не пользуетесь, если оно вам в принципе не нужно, вы это смело отключаете. Плюс проверяйте дополнительные настройки, в частности передача геоданных оператору связи должно стать как отключить, и сервисы геолокации у вас должно быть стоять следующее. Самое основное, поиск сетей Wi-Fi отключено, и поиск устройств Bluetooth также вы должны деактивировать. В целом и общем этих основных настроек вам должно быть достаточно для того, чтобы устройство куда лучше себя вело в плане автономной работы. И теперь напоследок пару еще таких моментов и замечаний от себя. Если вы хотите, чтобы ваше устройство быстрее открывало ту же самую шторку, вы можете ее настроить. Внизу нажимаете «Изменить» и отсюда удаляете все те тоглы, которыми вы лично не пользуетесь. Я же тут поудалял кучу там всяких сканер, поудалял там что MiShare, ну и так далее, трансляции и тому подобное. То есть вы это все убираете там на слабых устройствах, на там смартфонах-флагманах, опять же, не имеет разницы, потому что шторка изначально очень сильно забита ненужными настройками. А вы сюда, соответственно, выставляете все то, что вам необходимо и чем вы пользуетесь. И теперь напоследок, что же там по рекламе, как с ней взаимодействовать, как ее контрить, как нынче модно-молодежно говорить, и сейчас я вам это продемонстрирую. Чуть ранее в видеоролике я рассказывал вам про доступ к личным данным и сказал, что это будет у нас оставлено напоследок. Собственно, так и получилось. MSA и System Daemon вы смело вырубаете, потому что это сервисы, которые занимаются сбором аналитики. Отключили и, соответственно, забыли. И если вы хотите полностью и бесповоротно заблокировать рекламу, то есть такая у нас тема, как частный DNS-сервер. Здесь вы выставляете имя хоста провайдера, тут пользовательское имя и вводите, если мне память не изменяет, dns.edguard.com. Но есть какой определенный момент. Когда у Эдгуарда ложатся серваки, то могут быть проблемы с интернетом. И вам нужно сюда зайти, отключить этот частный DNS-сервер. Как только у Эдгуарда там все пролагается и восстановится, обратно это можно будет активировать. Ну и самая, наверное, главная боль любого пользователя Xiaomi — это реклама во встроенных приложениях. В основном эта реклама проявляется в таких приложухах, как безопасность, проводник, музыка, загрузки, ну и в Mi Video. Но Mi Video я, допустим, сразу удаляю, замораживаю, оно мне 300 лет не надо, а еще и в темах это может проявляться. Но вот условно мы с вами заходим в приложение музыка, здесь у нас есть такие настройки, далее мы с вами нажимаем еще раз на настройки, и тут смотрите, разрешить постоянное уведомление вы вырубаете, и после чего переходите в расширенные настройки. Тут опускаетесь в самый низ, показывать рекламу убираете, персонализированные рекомендации убираете, ну и тоже тут все полностью вырезаете, чтобы у вас это приложение не было нагружено всяким разным хламом. Та же самая история с приложением тема. Если у вас тут возникают всякие вопросики и моментики по этой всей рекламе, сюда заходите, убираете показывать там рекомендации персональные, соответственно показывать рекламу. И все эти действия вы проворачиваете в каждом из стоковых приложений, в котором эта реклама может находиться. Как я уже сказал, это проводник, это безопасность, это темы, это музыка, это Mi Video.
Ну, в принципе-то и все. Больше я нигде не видел, чтобы эта вся история всплывала. Насчет проводника здесь вообще есть интересная тема, что как бы-то тут нет определенного пункта или же такого тумблера, где есть там показывать рекламу или же показывать рекомендации. Проводник очень тесно связан с другими сервисами, которые, соответственно, тянут эту самую рекламу в это приложение, и если вы все предыдущее отключили, то и в проводнике у вас больше никогда реклама всплывать не будет. Этот видеоролик я посвятил тому, как можно оптимизировать свое устройство исключительно вот руки и смартфон. Еще можно оптимизировать его, подключав всякие там стоковые и нестоковые приложения, и также это можно сделать с помощью телефона, то есть уже на сейчас компьютер не нужен. Если вам такая тема будет интересна и вообще в принципе интересно будет такое видео увидеть, дайте об этом знать в комментариях. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.